Влад, я слышала, о чем вы говорили с Роуз. Эта несносная девчонка по-прежнему пытается вмешиваться в жизнь Элизабет. Ты, как обычно, появляешься в нужный момент, госпожа ведьма. Оставь свой сарказм, Влад. Тебе известно, что я поклялась защищать Элизабет. Защищать от Роуз? От ее же сестры? Ты знаешь, что это не так. Элизабет по вине Роуз стала вампиром и не имела никакого родства раньше с этим родом. И что ты намерена делать? Рассказать ей обо всем? Не уверен, что она поверит тебе. В Элизабет еще живет часть того, что присуще человеку. Я всегда видела, как ее тянет на волю, к свету. Семья Гордон вдохнула в ее разум то, что она рождена вампиром, и скрыли истинное происхождение. И что же ты намерена делать? Только не говори, что в тебе пробудились светлые стороны твоей сущности. Я всего лишь предупреждаю, что не вздумайте вредить Элизабет. Влад, ты знаешь, каков мой будет гнев. Вот, здесь я живу. Оказывается, мы с тобой почти соседи. Я совсем недалеко от твоего дома. Серьезно? Мне так приятно, Ванесса. Спасибо, что составила мне компанию. Да не за что. Мне тоже было приятно поболтать. Я надеюсь, что мы станем подругами. Конечно же. А на колкие слова некоторых особ из нашей группы не обращай внимания. Я постараюсь. А Нева и Зак встречаются? Честно говоря, я не уверена, что Зак серьезен в своих отношениях к Неве, несмотря на то, что со стороны они кажутся парой. Зак у нас в группе видный парень, и многие из девчонок положили на него глаз, но Нева не упустит в своем превосходстве. Как она думает о себе и пытается дать понять, что только она достойна лучшего. Не понимаю. А Зак действительно такой замечательный? Нет, он обычный пацан, но, признаюсь, в нем есть что-то такое, что привлекает. Я тоже как-то заинтересовалась им, но это было глупо. Потом я словно проснулась и подумала, что я в нем нашла. Ты была влюблена в него? Скорее всего. Ну ладно, это уже не имеет значения. Что ж, заболтались мы с тобой. Пора по домам. Элизабет, как прошел твой сегодня первый день в колледже? Ты знаешь, крестная, я шла с таким энтузиазмом в начале туда. Я вдохнула свежий воздух дня, и словно в моей памяти появились какие-то отрывки из воспоминаний. Но я знаю, что это всего лишь моя фантазия. О чем ты говоришь? Мне как-то сложно это объяснить, но на мгновение мне показалось, что когда-то моя жизнь была другой, где я не боялась солнца. Дорогая, это всего лишь и вправду твои фантазии. Нас всегда привлекало то, что так недоступно, и это порождает в мыслях фантазии. Возможно, ты права, но я спустилась на землю после того, как почувствовала некое предвзятое отношение у некоторых однокурсников. Они очень странно на меня смотрели. Я говорила тебе о том, что нас отличает от обычных людей, и они не могут этого не заметить. Тебе тяжело освоиться среди людей, и это бросается в глаза. Ты все же передумала продолжать учебу в колледже? Нет, крестная. Я понимаю все, но несмотря на это, я не хочу бросать колледж. Ты уверена в этом? Она уверена в том, что пока не обожжется, не успокоится. Не забывай, моя дорогая сестренка, что ты вампир, а не обычная наивная девочка. Роуз, прекрати, не кричи. Не забывай, что нас может услышать Люси. Роуз, ты слишком критично восприняла мои слова.
Я также не глупа. Была бы не глупа, значит знала бы свое место. Хватит, я сказала. Прекратим этот спор. Я пойду к себе. Я устала от бесконечного контроля своих действий, и все чаще в моих мыслях всплывает рассказ крестной о тех предках, которые отказались от своего вампирского наследия. Боже мой, они вампиры! Они вампиры! Я не могу поверить. Что же мне делать? Нужно немедленно убираться из этого дома. Далеко собралась? О, Господи! Сеньорита Роуз, я забыла, что хотела еще купить некоторые продукты для ужина и собралась в магазин. Я чувствую твой страх. Ты все слышала, о чем мы говорили в гостиной. Простите, сеньорита, я не хотела, но вы так громко спорили. Я клянусь, что никто об этом не узнает. Какие же вы жалкие людишки, когда чувствуете опасность. Помнишь, я тебе говорила то, что ты хотела узнать, ты узнаешь в свое время. Так вот, это время пришло. У меня другого выбора нет. Но не смейте приближаться ко мне.